В этом видео речь пойдет про скальпинг в трейдинге, а именно что это такое, какие стратегии скальпинга на бирже бывают и сколько можно заработать на скальпинге. А в конце видео приведем 5 полезных советов для успешного скальпинга. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое скальпинг и в чем его отличие от других стилей торговли? Все стратегии трейдинга по продолжительности делятся на 3 группы: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Последние разделяются на 2 подтипа: дейтрейдинг и скальпинг. Дейтрейдинг — это стиль торговли, при котором сделки открываются и закрываются в течение дня. Скальпинг — это тоже торговля внутри дня, однако скальперы ловят мельчайшие скачки цен на минутных и пятиминутных графиках. О преимуществах и недостатках скальпирования поговорим далее. Пока отметим одно: если входить в сделки крупными объемами, прибыли получатся просто фантастические. Цены постоянно находятся в движении. Если словить нужные колебания, заработаете приличную сумму за пару минут. Поэтому реклама в интернете о быстрых и больших прибылях — это не всегда обман. Какие существуют тактики скальпинга на бирже? Метод первый. Скальпинг по стакану. В биржевом стакане отражаются текущие рыночные котировки. Рядом указывается стрелочка, обозначающая либо рост, либо снижение относительно предыдущей цены. Во время торговли стакан постоянно дергается. Бывают периоды, когда котировки либо замирают, либо стабильно демонстрируют рост. Возникает некое затишье. Рынок устаканивается. В первую очередь внимание уделяется объему торгуемых позиций. Если выявляется крупная сделка, спекулянт быстро проводит анализ и входит в рынок. Торговать, наблюдая за стаканом, проблематично, потому что изменения происходят очень быстро, нервы буквально на пределе. Впрочем, скальпинг есть скальпинг. Метод второй. Импульсный скальпинг. Этот вариант торговли основывается на теории о том, что все рынки взаимосвязаны, поэтому в качестве индикаторов в нем используется поведение других инструментов, иностранных индексов, активов товарного рынка, валютных курсов и так далее. Таким образом, трейдер следит не только за графиком актива, которым он торгует, но и одним, а чаще несколькими поводырями, инструментами, с которыми, по мнению скальпера, торгуемый актив имеет корреляцию. Метод третий. Гибридный скальпинг. Гибридный скальпинг сочетает в себе черты и стаканного, и импульсного. Эксперты рекомендуют сначала специализироваться на каком-то одном направлении, вникнуть во все тонкости и уже после переходить к гибридизации. Если говорить о преимуществах, то гибридный метод лучше чисто стаканного или импульсного. Трейдер анализирует рынок более широко, ему легче выяснить причины сильных движений, которые на первый взгляд кажутся безосновательными. Больше информации о фундаментальном и техническом анализе рынка смотрите в одном из наших видео. Популярные скальпинговые стратегии. Стратегия первая. Скальпирование по тренду. Для работы по восходящему тренду нужно дождаться отката. Чтобы рассчитать точку входа, нужно предыдущее расстояние, которое прошла цена, примерно разделить на 3, и когда возобновится новое движение по тренду после отката, примерно через треть пройденного расстояния осуществить вход и открыть сделку покупки. Стоп-лосс выставляется ниже точки начала движения цены после отката. Когда цена дойдет до уровня точки окончания предыдущего отрезка цены перед откатом, стоп-лосс нужно переместить на безубыточный уровень. Take-profit нужно ставить примерно на том же расстоянии, на котором завершился предыдущий рост цены до отката. Эта точка и будет маячком для взятия профита. Стратегия вторая. Скальпирование в трендовом канале. Это самый спокойный и при этом эффективный способ работы. При восходящем тренде нужно рассматривать покупки. В сделки входить нужно в тот момент, когда цена пойдет от нижнего уровня канала. Для расчета стоп-лосс замеряется ширина канала, и полученный результат выставляется от точки входа. Take-profit ставится на уровне половины его ширины. Входить для продаж на восходящем канале нужно на отскоке цены от верхнего уровня канала. Те же принципы входа применяются для нисходящего канала. Советуем также посмотреть видео о том, что такое шорт и лонг, короткие и длинные позиции на бирже. Стратегия третья. Метод Пурия.
Скальпинговая стратегия Апурия – одна из самых элементарных торговых стратегий для начинающих. Основана на индикаторе MACD и на скользящих средних MA. Есть некоторые разновидности, которые различаются подбором MA. Какие MA нужно установить? Настройки смотрите на картинке. После настройки индикаторов можно начинать торговать с таймфреймом H30. Стоп-лосс ставится на 15 пунктов или не ставится вообще. Правила работы в данной стратегии следующие. Ордер открывается при пересечении всех MA в сторону, куда они указывают. Если они идут вверх, открывается сделка на покупку. Если вниз — на продажу. MACD должен пересечь нулевую отметку. Вход осуществляется на второй полоске. Обязательно необходимо дождаться, когда после пересечения MA произойдет подтверждение MACD. Закрывается сделка или при пересечении MA обратно, или по стоп-лосс. Стратегия четвертая. 3 скользящие средние. Лучшая скальпинговая стратегия для новичков, в основе которой лежат простые MA с периодами 3, 5 и 8. Сделка открывается при пересечении всех MA в их направлении. То есть, когда они идут вверх, осуществляется покупка, когда вниз — продажа. Это точки входа. Выход осуществляется, когда скользящие средние разворачиваются. Кстати, еще больше стратегий торговли на бирже вы найдете в отдельном видео на канале Жажда Про. Плюсы и минусы скальпинга в трейдинге. Скальпинг имеет несколько весомых преимуществ перед другими методами заключения сделок. К основным из них можно отнести: высокая потенциальная доходность, малый объем вложений, низкий риск единичной сделки, большое количество точек входа. Однако можно выделить также и несколько существенных недостатков. Соотношение риска и прибыли. Из-за скорости совершения сделок соотношение условного тейк-профита и стоп-лосса при скальпинге обычно находится на уровне 1 к 1 или немного выше, а в то время как нормальное значение для среднесрочных стратегий 1 к 3, 1 к 9. Соответственно, для поддержания положительной доходности процент успешных сделок при скальпинге должен быть выше. Время. Скальпинг занимает намного больше личного времени трейдера, нежели среднесрочная или тем более долгосрочная торговля. Однако нельзя не упомянуть, что и опыт это приносит соответствующий. Комиссии. Из-за большого количества сделок комиссионные вознаграждения, особенно при выборе неудачного брокера, могут съедать до трети прибыли, получаемой скальпером. В то время как в случае с более долгосрочными способами торговли размер взимаемой комиссии практически незаметен на фоне прибыли. Кстати, рейтинг лучших брокеров с минимальными комиссиями мы приведем в описании под этим видео. Сколько можно заработать на скальпинге? Скальпинг – это высокодоходный вид торговли. Использование такой стратегии вполне может удвоить за торговую сессию депозит. По словам разработчиков роботов-скальперов, бэктесты этих торговых систем на отдельных временных периодах показывают доходность и в 1000%, и в 3000% годовых. В то же время стоит понимать, что доходность за отдельно взятый временной интервал не дает гарантии постоянного результата. Также необходимо отметить, что большинству трейдеров будет крайне сложно организовать работу по всем правилам таких торговых систем. О том, как начать трейдинг с нуля, мы также рассказывали в предыдущем видео. Рекомендуем его внимательно посмотреть. Советы для успешного скальпинга. Совет первый. Не надо работать через силу. Если трейдер устал, следует отдохнуть. Усталость – это рассеянное внимание, низкая концентрация, невозможность сосредоточиться. Совокупность таких симптомов не приведет ни к чему, кроме убытков. Совет второй. Нужно правильно подбирать время для трейдинга. Надо найти период, в который цена актива на бирже лучше всего подходит для применения скальпинга. Совет третий. Выбор правильного посредника – залог большей прибыли от скальпинга. При выборе брокера предварительно изучите торговые условия и размер комиссии. Список лучших брокеров вы найдете ниже в описании к данному ролику. Совет четвертый. Работайте с понятными вам инструментами. Не стоит гнаться за популярным или широко известным финансовым активом. Для скальпинга лучше всего использовать те инструменты, причины и варианты движения цен на которые действительно понятны трейдеру. Совет пятый.
Строгая дисциплина – это не просто слова. На первый взгляд торговать на бирже – это понятная механическая задача. Однако трейдеры часто сталкиваются со шквалом чувств и эмоций, азартом, жадностью, беспокойством и так далее. Естественно, поддаваясь им, игрок не достигает никаких результатов. Поэтому так важно выработать дисциплину и собственную стратегию трейдинга, о которых мы говорили ранее. Кстати, а как вы считаете, скальпинг какими активами наиболее интересен и перспективен? Напишите в комментариях. Если вам понравился ролик, поддержите лайком и комментом, а также подписывайтесь на наш канал. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом.